Всем привет, это Эффект Призм, и сегодня мы поговорим о частицах. Частицы — это очень крутой, мощный и гибкий инструмент в DaVinci, который позволяет создавать очень интересные визуальные эффекты. И текущий ролик — это первый из двух больших роликов, посвященных частицам. Сегодня мы рассмотрим основные элементы управления системой частиц в DaVinci, а в следующем видео я покажу дополнительные ноды, которые работают с частицами и позволяют передавать частицам различные состояния и добавляют элементы управления. Ну что же, давайте начинать. Итак, давайте возьмем пустую Fusion композицию, перетянем ее на таймлайн и перейдем во Fusion. Частицы у нас создаются с помощью одной из двух нод. Это P-emitter и P-image emitter. Разница между ними в том, что P-emitter в принципе генерирует частицы в различных условиях, а P-image emitter разбивает картинку или видео на частицы. И давайте начнем с P-emitter. Где его найти? Найти его можно здесь, на панели быстрого доступа, и просто перетащить в рабочую область, либо же нажать Shift-пробел и находим P-emitter. Вот. Итак, теперь, когда мы добавили P-emitter, для того, чтобы увидеть частицы, нам нужно добавить ноду P-render. Она нужна всегда для того, чтобы отрендерить частицы, потому что даже если прямо сейчас мы выведем ноду P-emitter в левый или в правый вьювер, то мы не увидим абсолютно ничего. Поэтому давайте добавим ноду P-render. Вот так. И теперь, если вывести ноду P-render в правый вьювер, то мы увидим уже сгенерированные несколько частиц в сфере. Итак, давайте начнем разбираться с настройками. В первую очередь, я рекомендую начать с ноды P-render, потому что именно в ноде P-render мы можем выбрать, будем мы работать в 2D пространстве или в 3D пространстве. Вот здесь находится эта опция Output Mode 2D или 3D. Давайте для начала начнем с 2D. Вот так. Теперь у нас частицы находятся в плоскости. Параметр Global In-Out означает, с какого по какой кадр у нас вообще будут рендериться частицы. В принципе, будут показаны у нас всего 120 кадров наша Fusion композиция. Это стандартный размер. И здесь пока указан параметр, чтобы от начала композиции и до конца они были. Так, а сейчас давайте перейдем в ноду P-emitter и разберемся с параметрами, которые есть у нас тут. И здесь, опять же, я думаю, стоит начать не с вкладки Controls, а с вкладки Регион. Здесь нам нужно выбрать, где именно у нас будут генерироваться частицы. По умолчанию стоит сфера. Есть варианты везде, то есть это частицы будут генерироваться по всей площади кадра. Вот если мы нажмем пробел, чтобы воспроизвести нашу композицию, вы видите, что маленькие точечки у нас находятся по всему кадру. Можно выбрать кривую Безье как источник частиц. Можно выбрать bitmap. Это значит, что у нас здесь теперь появился небольшой желтый вход. Это значит, что мы можем подключить какой-то источник частиц, например, какую-то картинку, и у нас частицы будут генерироваться именно на картинке, а потом мы можем задать им движение, и они куда-то из картинки полетят. При этом картинка останется на месте, потому что, как я говорил ранее, нода P-emitter не разбивает какой-то кадр, картинку или видео на частицы, она просто генерирует их там. Я чуть позже покажу, как это может выглядеть. Но давайте для начала поставим источником частиц линию. Ну, кроме того, есть куб, есть какая-то 3D поверхность, есть прямоугольник, есть сфера, как вы уже видели в начале. Давайте пусть будет линия. И сейчас давайте зададим эту линию. Вот, пусть будет вот такая вертикальная линия. Кстати, источник частиц, какой бы он ни был, его можно располагать и за кадром, и при этом это все будет прекрасно работать. Если задать частицам движение слева направо, то они будут генерироваться на этой линии, будут лететь вправо, и в области кадра вы их увидите. Но давайте пока расположим, например, вот так. Дальше.
Теперь давайте перейдем на вкладку Controls. Что у нас тут есть? Random Seed – это параметр, отвечает за рандомизацию. То есть у нас есть некоторые параметры, которые основаны на рандомных значениях, например, Number Variance, Lifespan Variance, Position Variance и так далее. И это та настройка рандома, которая имеет определенные настройки рандомизации. То есть, если у нас будет два p-эмиттера, и у них здесь в Random Seed будет одинаковое значение, это значит, что два p-эмиттера будут себя вести абсолютно одинаково. И если вы используете несколько, и вам нужно, чтобы частицы вели себя по-разному, тогда просто поставьте значения отличные друг от друга. А если у вас один p-эмиттер, то в целом вообще не важно, какое здесь стоит значение. Кнопка Reset отвечает просто за рандомное значение параметра Random Seed. Вот и все. Так как у нас сейчас один p-эмиттер, то Random Seed пускай будет 0, от этого ничего не изменится. Дальше. Группа параметров emitter. Здесь есть параметр number. Он означает, сколько частиц у нас будет генерироваться каждый кадр. В данном случае стоит 10. То есть в первом кадре у нас сгенерируется 10 частиц, во втором кадре еще 10. Итого за два кадра у нас будет 20 частиц. Дальше. Number variance. Это параметр, который отвечает как раз-таки за рандомизацию количества частиц, генерированных за кадр. То есть сейчас он стоит 0. Это значит, что каждый кадр у нас будет генерироваться ровно 10 частиц. Если мы поставим, например, давайте 3, это значит, что каждый кадр у нас будет генерироваться 10 частиц плюс-минус 3. То есть от 7 до 13. Рекомендую его почти всегда выставлять больше, чем 0, потому что это добавляет некоторой живости, натуральности картинки, потому что в реальном мире ничего не происходит вот как-то по какому-то конкретному количеству. Все имеет некоторый рандом. Любые природные скорости, любые количества чего-либо, они всегда немножко рандомные. Дальше. Параметр Lifespan. Этот параметр отвечает за количество кадров, в течение которых частица будет, скажем так, жива, то есть сколько она существует кадров. По умолчанию значение 100. Тут выставляйте ровно столько, сколько вам надо. Если выставить, например, 10 кадров, то значит, что частица появится в каком-то кадре, и ровно через 10 кадров она просто исчезнет. Lifespan Variance. Я думаю, по аналогии с Number Variance вы уже догадались, что это тоже настройка рандома. Это значит, что если мы поставим, например, 5, для удобства буду использовать целые числа, то у нас частицы будут жить 100 кадров плюс-минус 5. То есть от 95 до 105 кадров. Далее. Параметр Color имеет два значения. Use Style Color или Use Color from Region. Если у нас здесь в регионе стоит генерация частиц вот из какой-то картинки, то как раз таки здесь, если мы выставим Use Color from Region, это значит, что частицы будут того же цвета, что и пиксель, в котором они сгенерировались в картинке. Давайте, наверное, покажу это на примере. Давайте возьмем вот такую картинку, поставим в регионе bitmap и подключим картинку. Вот. И в Use Color from Region. И для того, чтобы было лучше видно, увеличим количество частиц. Давайте даже не 100, а 1000 поставим. Вот, видите? Получается, частицы, в принципе, повторяют картинку. Вот примерно так этот параметр работает. А если поставить Use Style Color, они все будут белые, потому что по умолчанию в настройках частиц стоит белый цвет. Вот, собственно, и все. Дальше Position Variance добавляет рандома в позицию. Этот параметр можно анимировать, и тогда частицы будут генерироваться немножко в разных местах. И этот параметр позволяет частицам отходить от своего региона. Смотрите, если... Давайте отключим картинку и поставим не bitmap в регионе, а line, как у нас было до этого. И в Position Variance мы
увеличим этот параметр, и видите, частицы генерируются не только ровно по линии, но и отходят от нее благодаря тому, что мы изменили значение position variance. Temporal distribution параметр отвечает за распространение частиц по региону. Либо же они могут быть все распределены в одно и то же время, во время их появления. Добавляет этот параметр randomly distributed, добавляет некоторый рандом к позициям. А equally distributed значит, что они будут равномерненько распределены по всему региону своей генерации. То есть, если мы выбираем не этот параметр, а, например, randomly distributed или all at the same time, это значит, что они не обязательно будут распределены именно равномерно. А в этом случае будет прям равномерненько. Вот в этих двух вариантах они могут быть где-то чуть больше кучковаться, а где-то, наоборот, их будет меньше. Я обычно использую параметр all at the same time, и, как правило, мне этого вполне достаточно. Дальше. Давайте раскроем группу velocity, группу параметров. Итак, значение velocity, я думаю, понятно. Это именно скорость. Давайте вот поставим, например, значение 27 тысячных и запустим нашу секвенцию. Вот так это будет выглядеть. Вот смотрите, доходит до 100-го кадра, и дальше они уже не продвигаются, потому что частицы у нас живут 100 кадров, как вы помните, по умолчанию, вот, даже с некоторым рандомом. Вот. И поэтому дальше они уже не продвигаются, потому что в 100-м кадре большая часть их уже начинает затухать, потому что дальше они не рендерятся. Вот. Потом, velocity variance. Я думаю, в целом тоже понятно. Это параметр, который добавляет немножечко рандома к скорости. То есть, если мы поставим, например, 1/100, то это будет от 17 тысячных до 37 тысячных их скорость. И выглядит это будет уже вот примерно так. Видите, край уже не совсем ровный, потому что некоторые частицы движутся быстрее. Если поставить velocity variance равным или больше, чем velocity, то некоторые частицы пойдут в обратную сторону. Таким образом, можно создавать некоторый художественный эффект. Плюс скорость, как и все предыдущие параметры, о которых я говорил, могут быть анимированы. То есть количество частиц может увеличиваться или уменьшаться в зависимости от того, какой результат вам необходим. Так, давайте дальше. Параметр inherit и inherit variance, честно говоря, никогда не пользовался. Даже не знаю, за что он отвечает. Если вы знаете, напишите в комментарии, мне будет интересно. Дальше, параметр angle. Это угол вектора движения частиц. По умолчанию, как видите, они двигаются вправо. Ну, некоторые влево, потому что у нас стоит velocity variance. Давайте, чтобы не путаться, вот так я сделаю, чтобы они двигались пока что только вправо. Смотрите, угол, если мы будем менять значение, то, как видите, частицы перемещаются, ну, могут двигаться либо влево, либо вправо. Вот. Angle variance, я думаю, понятно, добавляет немножко рандома к углу. То есть, если мы, допустим, сделаем 60, так у нас угол 125 градусов, а так, получается, будет по факту от 65,2 до 185,2. Angle Z. Давайте для наглядности попробую передвинуть вот так. И давайте поставим угол по умолчанию, то есть у нас так частицы движутся вправо. Если менять угол Z, с помощью вот этого параметра можно имитировать как бы 3D-пространство, сделать так, чтобы частицы летели на зрителя или от зрителя. Ну и Angle Z Variance, я думаю, понятно, что это диапазон случайных значений для параметра Angle Z. Итак, Rotation. Rotation позволяет закручивать частицы. Это
Возможно, если частицы у нас не являются точками, а, например, мы их сделаем, допустим, квадратными. Вот здесь с помощью параметров вращения по x и по y, а также по z, вы можете задать им вращение, особенно если эти параметры анимировать. Параметры spin, честно говоря, тоже никогда не пользовался, не буду рассказывать, потому что не знаю, за что они отвечают. Дальше. Вкладочка Sets. Также я никогда не использовал, возможно, она очень полезна, но пока что мне не пригодилась. Поэтому давайте перейдем на вкладку Style. Здесь вы можете настроить внешний вид ваших частиц. Сейчас у нас стоит стиль точка, point. Вот, как видите, частицы выглядят именно как точки. В чем здесь минус? В том, что при таком стиле вы не можете регулировать размер частиц. Вот. А вообще это очень даже добавляет, скажем так, полигон для творчества. Вариантов стиля достаточно много. То есть point, bitmap, это вы можете взять, например, нарисовать какую-то фигурку с помощью маски и ноды background и сгенерировать частицы из какой-то вашей фигурки. Blob – это почти то же самое, что точка, только можно регулировать размер. Brush – это такой составной параметр, где вы можете выбрать, какую именно форму частицы будут иметь. Например, fish. Давайте попробуем увеличить размер и посмотреть, что за fish. И давайте уменьшим количество частиц, потому что не видно. Это вот такие будут рыбки, например. Вот эти варианты, они уже в DaVinci заготовлены, я их дополнительно не устанавливал, поэтому у вас они тоже есть. Ну, я, как правило, брашем не пользуюсь, потому что, ну, тут кто-то рисовал, хотя вот снежинки, возможно, кому-то и понадобятся. Чаще всего я использую вариант Blob. Хотя, опять же, есть, например, линии. Вот такие черточки могут быть. Но я, как правило, опять же, использую Blob. Это точки, у которых можно регулировать размер. Если вам не хватает 0,5, можете здесь руками выставить, например, даже размер 2 и отрегулировать, как вам надо. Но к параметру размеров мы перейдем позже. Color Controls. Как я и говорил, что частицы мы можем покрасить, но, например, цвет можно взять из региона генерации. Если мы подключим, например, картинки или к видео PEMeter. Но в данном случае давайте пока что покрасим их вручную. Например, можем выставить вот такой цвет, и все частицы у нас будут вот такого оранжевого цвета. Вот этими регулировками вы регулируете, в принципе, тот же самый цвет, добавляете красного, зеленого, синего, но я, как правило, просто выбираю нужный мне цвет здесь, так как по мне удобнее. Альфа – это, соответственно, прозрачность. Color Variance добавляет вариативности по различным каналам, по красному, зеленому, синему и по альфе. И вот один из важнейших параметров, которым я пользуюсь достаточно часто, это Color Over Life. Смотрите, что этот параметр делает. У нас есть вот такая шкала жизни частицы. То есть здесь частица сгенерировалась, а здесь она уже потухает. И мы можем выставить цвет, точнее мы можем настроить цвет так, что частица будет в течение своего жизненного цикла его менять. Например, сначала выделяем вот этот первый треугольничек и здесь задаем ему цвет. Например, частицы будут появляться вот такого красного цвета. Дальше. В середине своей жизни ставим, просто кликайте на вот эту шкалу, и у вас появится еще один треугольник. Допустим, пусть они становятся белыми. Так, тут цвет не совсем белый из-за вот этого параметра. Его нужно просто сделать здесь полностью белым. И тогда он не будет никак влиять на вот этот. И, например, в конце своей жизни сделаем частицы синими. Ну так, смотрите. Частицы появляются красными, потом они белеют,
а потом становятся синими. И таких треугольников вы можете выставить сколько угодно. После того, как вы их создали, вы можете их передвигать для того, чтобы как-то изменять цвет в течение жизни частицы. Дальше. Size Controls. Здесь есть очень похожее на Color Over Life Control, есть Size Over Life. Но к нему немножечко позже. Смотрите. Есть просто размер всех частиц в целом регулирует. Size Variance – это вариативность размеров. То есть они могут быть не все вот такого именно размера, а можно добавить ему немножко вариативности. Какие-то будут меньше, какие-то больше. Дальше, Size to Velocity – это отношение размера частицы к ее скорости. То есть, чем быстрее движется частица, тем она может быть больше или меньше. Но так как сейчас у нас они движутся практически с одинаковой скоростью, то этот параметр не повлияет. Но вы можете всегда с ним самостоятельно поэкспериментировать и добиться того эффекта, который вам необходим. Size Z-Scale, честно говоря, не пользовался, сложно сказать, на что именно он повлияет. И Size over Life. Этим параметром пользуюсь достаточно часто. Смотрите, что он делает. Например, мы хотим, чтобы в начале частицы были побольше, а в самом конце поменьше. Чтобы они как бы затухали и исчезали. И смотрите, частицы появляются большими, а потом становятся маленькими. Это удобно, например, когда вы делаете какую-то имитацию дыма или пламени, хотя, само собой, Da Vinci не лучшим образом подходит для симуляции подобных явлений, но тем не менее, иногда это очень даже надо. Причем вы можете не обязательно выставить этот параметр именно в таком виде. Вы можете добавить посередине точек сколько угодно, и у вас частицы будут изменять свой размер как пожелаете. Плюс здесь можно сглаживать углы, чтобы это было более плавно. Вот таким образом. В любой точке. И получается вот примерно такой эффект. Дальше. Fade Controls. Это параметр, который отвечает за то, как частицы появляются и затухают. Они могут это делать плавно с помощью вот этого параметра. В данном случае у нас частицы, видите, у нас последняя точка стоит в 0, то есть у нас частицы и так уменьшаются. Давайте сделаем, чтобы они были среднего размера в конце жизни. Да, и смотрите, что у нас получается. Частицы большие, и они и пропадают большими. А вот если взять параметр fade и со стороны out чуть-чуть его поджать, то получится вот так. Частицы будут как бы затухать. И также, видите, они сейчас появляются резко. Вот в этом месте. Если этот параметр здесь со стороны in тоже поджать, то они будут как бы появляться из прозрачного состояния. Ну и регион мы в целом рассматривали. Вот у нас сейчас выбран регион line, регион генерации частиц. И эти параметры отвечают за стартовую и конечную точку линии. Если это у нас, например, будет куб, точнее, мы находимся в 2D пространстве, поэтому лучше даже rectangle поставить, так будет проще, то здесь мы можем настроить его ширину, высоту, естественно, его положение, можем его повернуть, даже у нас есть псевдо 3D, даже в 2D пространстве. Как угодно можно его вращать, вот так, и получать различные эффекты. То есть в данном случае прямоугольник — это именно площадь там, где генерируются частицы. Ну и есть settings для скриптов. Я этим пока что в принципе не пользуюсь. Если вы умеете писать скрипты для Da Vinci, пожалуйста, на вкладке settings вы можете это сделать. Дальше. Давайте кое-что еще рассмотрим в ноде P-Render. Тут есть несколько настроек, которые помогут из частиц сделать достаточно интересные эффекты. Итак, например, параметр Blur может, естественно, заблюрить частицы. И получается что-то вот такое. Если запустить, то что-то похожее на дым. Да, он не совсем натуральный, но тем не менее. Дальше. Есть параметр Glow.
добавлять, естественно, свечение частицам. Вот так это может выглядеть. Естественно, параметры анимируются, как видите. Вообще, если вас не устраивают настройки блюра и glow здесь, вы всегда после ноды PRender, например, можете нажать Shift пробел и добавить glow. Давайте выведем glow сюда, во Viewer, а здесь параметр glow уберем. А вот здесь как раз таки вот так, видите, можете регулировать отдельной нодой. И все это также будет прекрасно работать. Но в ноде PRender есть свой glow, поэтому если вам не нужно там супер много каких-то настроек, то можете воспользоваться вот этими параметрами, которые есть уже в ноде PRender. Blur Blend – это отображение блюра, то есть насколько он будет подмешиваться в нашу картинку. Так, Integration метод – это, видимо, методы просчета. Что-то будет работать быстрее, что-то медленнее. Насколько я понимаю, никогда их не менял. По умолчанию стоит Euler, и в целом пусть стоит. Subframe Accuracy никогда не менял, не знаю, за что отвечает. Дальше, Pre-Generated Frames. Это параметр отвечает за количество кадров, которые будут сгенерированы еще до начала нашей секвенции. Вот смотрите, например, переходим в нулевой кадр, и у нас 0 частиц. Но, например, нам нужно, чтобы у нас с самого начала сколько-то частиц уже было. У нас, если заглянуть в PEmeter, во вкладку Controls, у нас стоит 10 частиц каждый кадр плюс-минус 3. Соответственно, если мы хотим сразу, чтобы у нас отобразилось, например, 10 частиц уже, тогда в PRender мы ставим Pre-Generated Frames 1. И у нас тогда уже сгенерируется... у нас стоит блюр, их, возможно, блюр и фейт у нас стоит. Поэтому давайте тут поставим параметры, например, пускай 5 кадров будет пресгенерированных. Видите? Давайте, наверное, блюр уберу. Вот. У нас уже частички сгенерировались. И давайте я фейд тоже уберу, для того, чтобы просто было нагляднее. Вот так. Давайте даже поставим все-таки один кадр. Вот видите, у нас генерировались частицы, один кадр уже был прегенерирован. Дальше. Checkbox Kill Particles that leave the view. Это параметр для экономии ресурса вашего компьютера, потому что частицы просчитываются, как правило, даже не на видеокарте, а на процессоре, насколько я понимаю. И если у вас не супермощный процессор, а даже если супермощная у вас сложная сцена, то если вы поставите эту галочку, то DaVinci будет выкидывать из оперативной памяти частицы, которые покинули зону видимости. То есть частицы, например, улетели за кадр, и дальше их просчет на этом заканчивается. Сейчас, смотрите, они не долетают, потому что у них цикл жизни стоит всего 100 кадров. Давайте поставим, например, 200 кадров, так, чтобы они достигали края экрана. Они все равно не достигают, потому что им не хватает скорости. Давайте и скорость поднимем. Вот так, видите, они улетают за пределы, и все, и дальше просчет заканчивается. Чисто зрительно этот параметр не влияет ни на что. Если его убрать, все будет выглядеть точно так же. Это влияет только лишь на ресурсы вашего компьютера. Если у вас чувствуете, что процессор сильно напрягается, поставьте этот параметр, и, возможно, проблем будет меньше. Дальше, эти два чекбокса никогда не использовал, к сожалению, не могу про них ничего рассказать. Вот, собственно, и все из основ именно PEmeter. Вот, сейчас давайте рассмотрим PImageEmeter ноду. Там все не намного сложнее, вот, но есть некоторые отличия. Но прежде чем перейти к PImageEmeter, давайте посмотрим, как частицы будут себя вести, если
все-таки подключить их к картинке и задать им некоторые движения. Так, периметр, регион, bitmap и стиль мы поставим не point, а blob. Подключаем картинку и перрендер давайте выведем правый вьювер и поставим все-таки 2D. Так, и частиц пусть будет 500 каждый кадр. Так, давайте... Все-таки мало. Давайте 1000 сделаем. 1000 частиц. Сделаем их чуть побольше, чтобы их было лучше видно. Например, вот так. И теперь давайте добавим им скорости. И вариативности скорости. И вот такой можно сделать эффект, как будто картинка рассыпается из частиц. И давайте еще подложим оригинал картинки. Вот так. Вот такая штука может быть. Как эффект, конечно, пока что не особо. Гораздо интереснее будет работать нода P-Image Emitter. И вот сейчас давайте переходить к ней. Это также нода служит для генерации частиц с одним лишь отличием, что по умолчанию она не создает каждый кадр новые частицы. То есть она создала, разбила картинку или видео на кусочки, и в целом это все. Хотя есть такой чекбокс Create Particles Every Frame. Но я им, опять же, пока тоже не пользовался, потому что гораздо интереснее просто разбить картинку и на этом в целом закончить. Но давайте по порядку. Random Seed абсолютно имеет то же значение, что и в PEmiter. Дальше давайте перейдем к группе настроек Emitter. X-Density, Y-Density. Это размер сетки, по которой будет разбиваться картинка или, опять же, видео. И сразу же рекомендую эти значения для начала очень сильно понизить, потому что чем больше вот эти значения, тем больше будет сгенерировано частиц, и именно P-Image Emitter очень сильно грузит систему. То есть если P-Emitter будет генерировать на картинке частицы и там, допустим, их куда-то двигать, вы видели, в целом это спокойно отрабатывает в реальном времени на не самом мощном процессоре. То P-Image Emitter при вот таких значениях мой Ryzen 5 3600 ну просто захлебывается. Поэтому давайте поставим 1/10 в обоих случаях для того, чтобы мы могли, точнее для того, чтобы я вам мог показать, как это все работает. И, естественно, P-Image Emitter также работает с рендером в обязательном порядке, иначе мы ничего не увидим. Давайте подключим картинку и выведем в правый вьювер P-рендер. Здесь также в P-рендере есть настройки 2D, 3D. В данном случае сразу по умолчанию 3D стоит. Можно перевести в 2D, и мы увидим вот такой результат. И еще рекомендую брать картинки невысокого разрешения. То есть даже если у вас секвенция Full HD, но если вам не нужно прямо в том же разрешении, лучше уменьшите, дорастяните. Вот, и добить это лучше чуть большим количеством частиц. Так, давайте, наверное, сделаем 0,2, потому что не видно. И увеличим размер частиц. Поставим здесь, например, Ngon. Такой вариант есть и в P-Emitter. Я о нем не рассказывал, но я думаю, сейчас будет все понятно. Это многоугольник. Можно поставить, например, квадратики, выбрать Ngon, вот такой вариант, просто залитый, и поставить количество углов 4 Ngon sides. Это количество, точнее, здесь в данном случае граней, но грани равны углам.
Вот. И стерильность параметр делает частицы ближе к форме звезды или менее похожими на звезду. Я ставлю обычно 0 для того, чтобы были просто квадратные. Ну и опять же, если мы добиваемся квадратной формы. Вот так. И нам нужно увеличить размер для того, чтобы было видно. 0,5 маловато будет. Давайте поставим. Ага. Видите, очень долго отрисовывает p-render. Давайте посмотрим, что будет при размере 2. Как видите, не очень большая сетка, а проц очень сильно напрягся. Вот так, при размере 2 практически картинка имеет тот же вид, что и в самом начале. Но давайте уменьшим. Пусть будет 1. Сейчас у нас отрендерится. Здесь, видите, такой небольшой прогресс-бар есть. Вот. Дальше. Как и в случае с обычным p-эмиттером, у нас есть параметры скорости и так далее. Здесь очень много очень похожих настроек. Ну, давайте по порядку. Alpha Threshold – это параметр, который отвечает, сколько прозрачности будет захватываться из картинки. Допустим, у нас картинка будет в PNG, и там будут какие-то прозрачные моменты. Если Alpha Threshold стоит в 0, значит, что из прозрачных частей картинки у нас частицы вообще не будут генерироваться. Это полезно в том случае, если они вам не нужны, либо же сэкономить, опять же, ресурсы вашего компьютера. Если вы хотите, чтобы из прозрачных частей тоже генерировались, то Alpha Threshold можно поднять. Тем более есть полупрозрачные области. Вот. И если стоит в 0, то если область имеет какую-то прозрачность, то не будет генерироваться оттуда частица. Но вот если выставить в единицу этот параметр, значит даже в прозрачных областях генерация частиц также будет происходить. Но в данном случае здесь у картинки нету прозрачных элементов, поэтому оставлю в нуле. Lock color to initial frame сохраняет цвет частицы в момент ее создания. Опять же, честно говоря, не пользовался, но, по-моему, и так в целом частица остается того же цвета. Lifespan variance – то же самое значение, что и в p-эмиттере. Position variance, опять же, добавляет немножко рандома к позиции. Давайте чуть подымем, посмотрим, что получится. Видите, частицы смещаются. И можно добиться вот такого эффекта мозаики. Ну и опять же, можно форму частиц выбрать другую. Это мне в данном случае квадратики как-то ближе. Вот, вы можете выбрать даже стиль блоб, то есть такие круглые точки с изменением размеров. Так, пивот – это смещение. Меня этот параметр тоже особо никогда не интересовал. Velocity – это та же скорость, что и в p-эмиттере, но здесь есть баг, который я нашел недавно. Либо же я что-то неправильно делаю, либо баг на самом деле есть. Смотрите. Переходим в нулевой кадр, и мы хотим, да, чтобы частицы куда-то у нас двигались. Делаем скорость, ну, примерно 0,2, грубо говоря, и давайте добавим немножко к скорости рандома. И в первом кадре, понятно, частицы у нас никуда не делись. Давайте картинку я отключу, для того, чтобы она не мешала. И давайте запустим секвенцию. Каждый кадр отрисовывается достаточно долго, но, как видите, частицы потихоньку начинают смещаться вправо, потому что, ну, как я и говорил, по умолчанию у нас направление слева направо. Параметры угла я не менял, то есть угол у нас имеет значение по умолчанию. И частицы потихонечку сдвигаются. Если добавить рандома скорости, то тут увидите, сейчас отрендерит, что какие-то двигаются быстрее, а так как у нас значение velocity variance достаточно высокое, то есть частицы, которые будут уходить в обратном направлении. Вот, кстати, здесь, изменяя параметр angle z, можно добиться достаточно интересного эффекта, чтобы
Вот давайте поставим минус 90, и тогда, по-моему, частицы будут двигаться как бы на зрителя. Давайте сейчас ради интереса дождемся, пока закэшируется секвенция, и посмотрим, какой эффект получится в данном случае. Итак, секвенция закэшировалась. Смотрите, какой эффект получился. Видите, частицы летят как бы на зрителя, и картинка распадается и исчезает. В принципе, очень классный эффект и практически нетрудозатратный. Но давайте рассматривать дальше PImage Emitter. Со скоростью я упоминал о баге. Смотрите, какой здесь есть баг. Баг в том, что здесь частицы перестают двигаться, если анимировать скорость. И это для меня очень странно. Смотрите, давайте, чтобы все работало побыстрее, все-таки сетку уменьшим до 0,1 по x и по y, для того, чтобы тратить чуть поменьше времени на показ. Смотрите, Velocity Variance и Velocity убираем в 0. Видите сейчас, насколько быстрее происходит рендер? Так, смотрите, ставим ключевой кадр в нулевом кадре для значения Velocity, а в 15 кадре давайте поставим пусть частицы, ну вот настолько они будут двигаться. Переходим в нулевой, запускаем, и частицы никуда не деваются. Они вообще не сдвигаются с места. Скорее всего, это именно баг. Можно попробовать анимировать, например, только Velocity Variance. Давайте пока здесь уберем ключевые кадры. Вернем скорость на 0. Перейдем в нулевой кадр и попробуем анимировать Velocity Variance. Потому что если оставить скорость на нуле, а Velocity Variance поднять, то частицы тоже заимеют свою скорость. Но, как видите, чудо не произошло и в данном случае. Поэтому, если в... Так, у меня какая версия? В 18.1.4, и вот в этой версии есть такой баг. Поэтому, если вы хотите разбить изображение на частицы, которые куда-то улетят, то скорость не анимируйте, а просто изначально используйте какое-то значение скорости, и тогда частицы у вас будут двигаться. Видите, если Velocity Variance имеет какое-то значение, то частицы уже куда-то смещены, а в нулевом кадре нет. Вот такой вот баг. Угол Angle Variance, Angle Z, Angle Z Variance имеют совершенно те же значения, что и в обычном PImiter. Rotation вращает частицы по осям X, Y и Z. Наверное, если сделать их больше, то, возможно, эффект будет более заметным. Ну, как бы там ни было, благодаря этим параметрам они вращаются. Rotation Mode – это параметр, который меняет режим вращения, то есть можно настроить, поставить Absolute Rotation, то есть они будут вращаться в зависимости от выставленных параметров, либо же можно поставить Rotation Relative to Motion, они будут вращаться в том направлении, в котором двигаются, а движение мы задаем здесь. Думаю, это понятно. Always Face to Camera – это значит, что частицы всегда повернуты к камере своей лицевой стороной. Если параметр снять, они могут повернуться в том числе и обратной, если им задано какое-то движение или вращение. Дальше Style. Здесь, в принципе, все то же самое, что и в PImiter. Те же Color Controls, тот же Size Controls, опять же Color Overlife, Color Variance есть и так далее. С размерами все точно так же, как и в PImiter. Регион, я думаю, понятно в целом. Опять же,
Если выбрать что-то другое, например, ну давайте, Rectangle, то у нас частицы также будут генерироваться из картинки, но дополнительно будут ограничены каким-то регионом. Линией, в данном случае прямоугольником. Я думаю, лучшим вариантом будет, если вы самостоятельно попробуйте, поэкспериментируйте, увидите прекрасно, какая будет разница. Ну, я думаю, здесь понятно. В целом, условно можно сказать, что в данном случае вот этот rectangle выступает в роли прямоугольной маски. Ну и здесь параметры управления ректанглом, то есть его положение по осям, вращение и так далее. Я думаю, здесь, в принципе, тоже понятно. Ну и трансформ здесь также можно двигать частицы, вращать их по осям и так далее. И давайте перейдем к ноде теперь pRender. В принципе, очень много мы в ней уже рассмотрели, но кое-что еще нет. Давайте это сделаем. Из того, чтобы дополнительно хотелось бы сказать о ноде pRender, это буквально несколько параметров. На вкладке Image вы можете изменить размер кадра с частицами, то есть сделать его, например, больше или меньше размера вашей сцены. У меня Fusion композиция Full HD, соответственно, у меня стоит 1920 на 1080. Для того, чтобы эти параметры изменить, снимаете галочку Auto Resolution и тогда меняете. Если галочка не снята, то вы тогда ничего не поменяете. И еще один важный параметр. Во вкладке Settings есть Motion Blur. Если ваши частицы двигаются, то вы можете настроить размытие в движении. Это доступно в том числе и в бесплатной версии DaVinci. Кстати, система частиц доступна в бесплатной версии DaVinci, по-моему, без каких-либо ограничений, и p-emitter, и p-image emitter. И здесь вы настраиваете quality. Чем больше значение, тем больше будет степень размытия. Ну, давайте вот поставим 4, например, и сейчас у нас отрендерятся они. Этот параметр очень сильно грузит систему. Здесь даже предупреждение об этом желтым шрифтом выделено. И давайте немножко придадим скорости для того, чтобы увидеть это самое размытие. Вот смотрите, видите, частицы размылись. Если мы этот параметр отключим вообще, то частицы станут снова четкими. Вот такая вот разница. Ну вот, наверное, и все, что касается базовой информации о частицах. В следующем видео, как я и обещал, будет вторая часть о системе частиц в DaVinci, и я расскажу о некоторых дополнительных нодах по управлению частицами, потому что в p-эмиттерах обоих находится не все контролы, которые помогают управлять частицами. Есть еще отдельные ноды, в которых вы можете кастомизировать их движение, расположение и очень много всего. Поэтому ждите следующее видео. А сейчас спасибо большое за просмотр и всем пока.